Я подготовил простое приложение. Компонент App отображает список платежей. Список представляет собой массив объектов с уникальным идентификатором, именем плательщика и количеством переведенных денежных средств. В компоненте App имеется заголовок, который меняет свой цвет по клику на кнопку. Меняется состояние из color, а это в свою очередь приводит к рендеру дочерних компонентов. В нашем случае компонента list. Мы можем кликать на конкретный элемент списка, что приведет к увеличению счетчика на единицу, состояние count меняется, происходит повторный рендер. Компонент list очень простой, имеет консоль log для подсчета количества рендеров. В компоненте list мы проходимся с помощью метода map по массиву элементов, рисуем компонент listItem с передачей необходимых props. В компоненте listItem имеется консоль log для подсчета количества рендеров данного компонента. ListItem возвращает элемент списка с именем плательщика и количеством переведенных денежных средств. По клику на элемент списка вызывается функция handleClick, которая передает вверх по иерархии в качестве props функцию onClick с информацией об объекте, по которому был произведен клик. В компоненте list мы получаем onClick и далее пробрасываем вверх по иерархии. В компоненте app мы получаем onClick, вызывается функция handleItemClick с аргументом item и выводим в консоль данные по объекту, по которому мы кликнули, а также увеличиваем счетчик на единицу. Чтобы запустить проект, нужно в терминале выполнить команду npm start. Давайте проделаем. Перейдем в браузер, смотреть код. При первом рендере у нас отображается компонент list, срабатывает, и 10 элементов списка. Нажимаем кнопку Change Color. У нас происходит повторный рендер компонента list и всех его дочерних элементов. Кликаю на конкретный элемент списка. То же самое. Потому что в компоненте app изменилось состояние, и это приводит к повторному рендеру. При повторном рендере компонента list создается новый экземпляр функции handleItemClick. Эта функция передается дочерним компонентам listItem в качестве props и вызывает их повторный рендер. Если мы обернем компонент listItem в hook ReactMemo, то результат останется таким же. Props handleItemClick по-прежнему будет изменяться после повторного рендера.
Как видите, list item у нас происходит повторный рендер. Ситуация не улучшилась. Причина почему? Повторное декларирование функции handleItemClick. Оптимизация таких случаев – одна из задач хука useCallback. Перепишем нашу функцию handleItemClick с учетом хука useCallback. В качестве первого аргумента функции передается callback. В качестве второго массив зависимостей. Мы с вами сейчас функцию слушатель handleItemClick обернули в hook useCallback. Дочерний компонент listItem теперь получает мемоизированный callback handleItemClick. Проверим, как это работает. Я кликаю по конкретному элементу списка, и повторного рендера listItem не происходит. То есть мы с вами уже оптимизировали наше приложение. Hook useCallback похож на useMemo, но он мемоизирует не вычисления, а экземпляры функции. Hook useCallback возвращает не значение, а мемоизированный callback. Надо понимать, что при повторном рендере компонента происходит повторное объявление функций. При этом, если такие функции, например, обработчики событий, передаются дочерним компонентам в качестве props, дочерние компоненты также заново адресуются. Новый экземпляр функции handleItemClick будет создан только при изменении пропсов, которые были переданы в компонент app. Это значит, что при работе с интерфейсом компоненты listItem будут повторно отрендерены только при необходимости. В идеальном мире компонент list также можно обернуть в hook reactMemo. Это уменьшит количество ненужных рендеров компонента. Перейдем в браузере, удостоверимся, что у нас теперь компонент list, так как пропсы не изменились, не должен повторно перерендериваться. Как видите, у нас нет повторного рендера ни компонента list, ни компонента listItem. Hook useCallback можно передавать и аргументы, поэтому hook используется для мемоизации вычислений, где нужны не только зависимости, но и передаваемые параметры. Поздравляю! Теперь вы знаете, как оптимизировать ваше React-приложение.